Добрый день. К сожалению, несчастные случаи случаются. Уж простите за тавтологию. И пожар в доме может начаться непонятно откуда, непонятно с чего. Да и под лед люди проваливаются. Что только не происходит. И хорошо, когда в этот момент оказывается рядом тот, кто готов протянуть руку помощи. А в нашей программе уже в 3-й подряд мы рассказываем о том, что это не просто кто-то, а это дети, подростки. Герои. Сегодня в нашей студии 15-летний Дмитрий Овсянников вместе со своей мамой Раисой. Они спасли из пожара свою пожилую соседку. Здравствуйте. Здравствуйте. Дим, ну рассказывай, что произошло? Ну, начинали ложиться спать, к нам приехали гости. Приехала, получается, мамина сестра. А вы живете в многоквартирном доме, да? Да. На Ну, каком этаже? Второй этаж. Двухэтажный. Да, Вы второй на втором. Да. Так, у вас дома гости. Да, были гости, начинали ложиться спать. Был запах какой-то гари. Ну, начал рассказывать об этом взрослым. Мы с мамой начали проверять дома, но дома ничего не обнаружили. После этого вышли в подъезд, начали проверять у соседей. И когда мы зашли к пожилой бабушке, увидели очень много дыма. То есть случилось возгорание. Угу. У нее в квартире? Да, у нее в квартире. А сколько ей лет? Примерно 80 с чем-то. Я сразу забежал к бабушке. Начал его выводить под руку, у меня не получалось. Это я позвал маму, и мы с мамой под руку вывели ее к себе в квартиру. Пожарные быстро приехали, Раис? Ну, пока приехали пожарные, мы уже затушили, потому что у нас в гостях сестра моя была вместе с мужем. То есть мы когда спустились, увидели дым. Он был до такой степени, что даже силуэтов предметов не было видно. Так как мы знали, что бабушка там живет, в первую очередь мы постарались бабушку из квартиры убрать. А я так понимаю, что это не так просто было, потому что бабушка же... Бабушка очень-очень плохо ходит, практически она лежачая, да. У нее деменция ярко выраженная. А она одна там была? Да. А почему пожар случился, известно? Ну, нет, не знаем. Так мы ее под руки, под ноги, кто как смог. Мы с Димой. Как могли уже, так и вынесли. Слава богу, что это случилось. Я так понимаю, что, Дим, пожарником ты вряд ли захочешь стать пожарным, прошу прощения. Ну, может быть, в будущем. А план-то вообще есть какие-то уже? Есть. Какие? После отучиться, сейчас 9 класс у меня, отучиться, сдать экзамены, пойти в агротехнический техникум и дальше на механика. Люблю в машинах лазить. Ну, слушай, ты правильно выбрал себе профессию, потому что это прокормит всегда. Это точно знаешь. Награды-то дали тебе за... Да, давали очень много грамот. И одну грамоту я точно запомнил, в Самаре выдавали почетную грамоту. И с ней же давали подарок. Колонку. А почему ты ее запомнил именно? Там был очень веселый концерт. Там играли на всяких инструментах. Ну, было весело, можно так сказать. А мама-то гордится? Мама сияет. Понятно. А бабушка-то сейчас жива, здорова, да? Да. Все хорошо. Ты нам показал дом, в котором пожар произошел, и рассказал, чем увлекаешься. Давай посмотрим. Здесь я живу на 2-м этаже. На 1-м этаже случился пожар у бабушки в комнате. Здесь находятся ее окна. После пожара меня наградили почетной грамотой от Самарской области. После этого меня награждали грамотой от собрания представителей района. После дали от главы района благодарность. С благодарностью дали подарок. Тут находятся часы и ремень. У меня есть хобби. В основном это спорт. Баскетбол, волейбол, футбол. Также я занимаюсь в домашних условиях. У меня есть гантели. Они набиты песком, но масса маленькая, но мне будет достаточно. У меня есть особое хобби – это бильярд. Я очень активно занимаюсь бильярдом. У меня даже есть свой стол, на котором я тренируюсь. Также ходим в клуб, там уже побольше бильярдный стол и такие хорошие. У меня еще есть к чему расти. Может быть, как-нибудь хотелось бы побывать на соревнованиях по бильярду.
Скажите, пожалуйста, родственники, бабушки вас поблагодарили? Дети с большой благодарностью позвонили нам, сказали спасибо за то, что спасли жизнь. Очень благодарны. То есть и до сих пор они нам и звонят, и спрашивают, ну, грубо сказать, после такой ситуации уже породнились. Да. Да. А я так понимаю, что вы никому особенно и не говорили-то, да? Ну, затушили, да, пожар. А потом вам директор школы позвонил. Ну да, потому что были каникулы. Ну, потушили, как бы не считали, что это прям поступок большой, да. И потом вот уже позвонил директор школы мне, сказал, почему у нас в школе герой, а мы об этом не знаем. И они узнали, потому что с района приехал корреспондент для местной газеты, взял интервью, брал. Ну, теперь понимаешь, должен ходить по городу и принюхиваться. Как, где, что горит, сразу вперед, чтобы, ну, страна знала своих героев и дальше. Это я шучу. У нас в студии Арсений Иванов вместе с папой Максимом. Арсений спас из пожара младшего брата и сестру. А так, на Привет. секундочку, Арсению 14 лет, правильно же? Так, расскажите, что было-то? Получается, сидели дома. А у вас какой-то частный дом? Да, частный дом. Сидели с детьми в зале. Дети это кто? Сестра и брат. А им сколько? Брату 6, сестре 3. Мгм. Папа говорит, что вы там делаете? Что странные звуки? Говорит, ничего не делаем, телевизор смотрим. Потом начала пищать микроволновка. Отключилось электричество. Папа вышел, то есть, за дом. Там из-под крыши прям пламя. Папа сказал, пожар, горим, выходим. Я, то есть, взял сестру на руки, брата за руку взял. Отвел их к соседке, то есть, на безопасное расстояние. Папа взял шланг с водой и полез тушить, но из-за там обратной тяги, то есть, огонь прям вылетел. Ой-ой, пожарных вызвали, да? Да, вызвали пожарных. С папой пытались вытащить вещи, которые могли. Ну, То есть вы отвели брата и сестру и вернулись папе помогать? да, И еще в этот горящий дом заходили вещи, чтобы спасти? да, несколько раз заходил. И что, не страшно? Нет. Папа, он обманывает или честно говорит? Да, действительно так и было. То есть он на полную, как говорится, частью команды стал пожарных, что они потом сказали, что мы к тебе себе забираем. А, да. А сильно дом выгорел? Ну, кровля вся, вот, и перекрытие потолочное, все обрушилось. Арсений нам показал, что вы уже успели восстановить в доме. Давайте посмотрим. Это наш дом, там произошел пожар, начался с крыши, и уже дальше пошло, и дом тоже начал гореть. Восстановили уже, то есть крышу, стену, пол сделали. Раньше здесь не было второго этажа. Здесь до пожара был только чердак. Второй этаж мы решили построить здесь только после пожара. Пожар начался примерно в этом месте. Здесь раньше была скат крыши. В этот день мы с ребятами сидели на диване. Диван стоял вот здесь вот. Я взял детей на руки, провел их через кухню, которая пострадала больше всего, и вывел их через выход. Дыма в доме было много, то есть пожарные прям заходили, их даже вот 2 метра они пройдут, их не видно было уже. В кухне пострадал потолок, то есть мебель пострадала. Стоял вот здесь стол, он тоже испортился, там прогорел. Пол тоже, то есть был залит, там ламинат, он все вздулся. Мы всей семьей строим дом, то есть устанавливаем его. Даже маленькие дети помогают. Там брат, то есть мусор какой-то может отнести, сестра тоже. С отцом, вот, получается, сделали вот только отопление. Уже хотим восстановить все и здесь жить, потому что там у бабушки дом маленький, всей семье не особо удобно. Хочется уже в нормальный большой дом переехать. Наградили после этого? Раз пожарные сказали, что готовы взять. Да, команду. награждали и не один раз. Ну что, ребята, у нас, к сожалению, медалей нет, поскольку мы не имеем права их выпускать, только памятные. Но гостинцы мы вам припасли. Давайте мы подарим вам гостинцы. Можно в студию? Ну и вам, разумеется. Вы, парни молодые, герои, вы помогли бабуле, вы помогли своей семье. На будущее, Арсений,
не дай бог больше такого, но никогда не лезь в огонь. Пускай лучше горит, но ты останешься жив и здоров. Удачи вам и спасибо, что вы есть. Давайте посмотрим сюжет про одну смелую девочку, которая спасла от вооруженного грабителя девушку. В тот день я была у папы, выхожу из дома погулять, поворачиваю голову, вижу, человек на девушку нападает с ножом. Я их увидела у железных штук, пошла туда и думала, что делать. Это примерно происходило здесь, на этом месте. Тут были просто гигантские сугробы, мне пришлось по ним ползти, чтобы посмотреть, что происходит в принципе. Я ползла по сугробам, поняла, что мужчина все-таки нападает. Я увидела то, что он вырывает ключи, телефон, карточку. Мужчина повалил эту девушку, она уже лежала на земле, подбежала к нему сзади, дала костылем по шее. Он побежал, я побежала за ним. А девушка побежала прятаться в подъезд. Вот в тот подъезд, из которого я вышла. Это смелая девочка, 11-летняя Александра Еремина вместе со своей мамой Мариной сегодня в нашей студии. Здравствуйте. 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 Саш, что, вообще не испугалась? Абсолютно не испугалась, было абсолютно не страшно. Ну, он же был вооружен. Это меня вообще не спугнуло. А ты видела, что у него в руках нож? Я это заметила только в тот момент, когда побежала за ним. А зачем ты за ним-то побежал? Добить? Ну, слушай, извини, на костылях по сугробам. Зачем за ним-то? Я не знаю, Ну, то есть просто так получилось. Настолько злая на него была? Да. Это характер называется. После того, как ты спасла девушку, он убежал. Что дальше-то было? Я побежала за ним. Конечно, я его не догнала. Потом побежала в подъезд к девушке. Там мы с ней уже поговорили. Угу. А его Да. поймали или нет? Его поймали. Сейчас он сидит за решеткой. А маме ты сразу, конечно, рассказала, как пришла, что я вот там дядьку костылем огрела, он... Нет? Нет, мама об этом узнала только через полгода. Это как? Так, теперь мамина история. Так, мама сидит дома. Кто к вам пришли, позвонили, что было? С Сашиным папой мы в разводе, и Александра как раз у него гостила в это время, когда все произошло. Спустя, действительно, полгода звонок от бывшего мужа, и он попросил свидетельство о рождении. У меня сразу вопрос, для чего, как, зачем. Он сказал, что нужно Александре появиться в полиции. Ничего Я еще себе шире, заявка. да. И тогда я только вкратце узнала эту историю, потом все уже... То есть вы Мне к дочке. поподробнее к дочке вопросы были. Подожди, мама к тебе пришла и говорит, Мама мне ничего не сказала. ничего? Она посмотрела была в шоке? на меня. Мама была в таком же шоке, как эта девушка, да? Да. А вот мне интересно, а почему ты маме не рассказала? Я забыла об этом на следующий же день. Какая у тебя Не, насыщенная, конечно, интересная жизнь, хочу тебе Конечно, ты сказать. незнакомых дядек с ножом каждый день бьешь костылями, это понятно. Чего ж тут удивляться-то? На самом деле забыла. Да. А знаешь почему? А у тебя, наверное, дел много, правда? Ты же еще и спортом занимаешься. Да. А каким? Вообще я занимаюсь большим количеством видов спорта, такие как слэдж-хоккей, спортивные, адаптивные лыжи, биатлон, жим-штанги, плавание. Я предлагаю посмотреть, ты нам рассказала о своих Мы в увлечениях, шоке. да, и показала свои награды. Я занимаюсь множество чем. Тут есть награда за бег. Это первое место я заняла, насколько я помню. Вот эту награду за второе место мы получили в Нижнем Новгороде. Есть награда тоже за слэдж-хоккей, тоже первое место. На своем первом турнире по лыжам я заняла второе и первое место. В основном тут, конечно, медали, но есть и памятные мне награды. Вот эта вот голубая, самая памятная мне награда, это мой первый лучший игрок.
за турнир. На этом турнире как раз-таки я и забила свою первую шайбу. У меня есть небольшая коллекция шайб. К сожалению, они выставлены здесь не все, потому что если бы я их выставила все, у меня была целая бы полка сверху занята. Есть вот эта самая главная шайба. Я ее забила в первый раз, вот эта та самая шайба. Помимо спорта я увлекаюсь коллекционированием медведей. У меня их целая коллекция, даже моя команда называется «Медведи». Последнего, которого мне подарили, это вот этот мишка. Его мне подарили, когда встречали меня с поезда. Вот этого мишку мне подарил очень один хороший человек. Этого мишку мне подарили на награждении с медалью. Это не вся моя коллекция, их у меня еще очень-очень много. Я начала недавно увлекаться картинами по номерам. Одна из моих любимых картин по номерам — это сова. В принципе, она полностью осуществляет меня. Вот так я встаю утром на тренировки. Я не хочу останавливаться на достигнутом, буду идти к новым вершинам. Но в будущем, конечно, я хочу стать тренером по хоккею. Вот вы когда вообще услышали эту историю, когда ее полностью осознали, вот ваша реакция какая была? Это очень страшно. Мы с дочкой разговаривали на эту тему. Он мог просто перекинуться на Александру. Это страшно. Но говорю ей, береги себя. Наверное, она Слушайте, очень ну вот- похожа на меня, потому что, когда я была ей беременна, в 7 месяцев я остановила пьяного тоже за рулем мужчину, просто перегородив автомобиль, чтобы он не выехал на главную дорогу. Он был очень пьян, без прав, лишенный прав. Вы были на 7-м месяце? Да, на 7-м месяце, да. Тоже вот бездумный поступок вот такой. И он остановился? Да, он остановился. Ну и она еще в животе себе галочку Да, поставила. Ага, такая, все понятно. Я же правильно понимаю, что повторись эта история, ты сделаешь все то же самое? Наверное, да. Но это же характер. Да. Да? Послушай, а можно я задам тебе вопрос? А вот в твоей ситуации, при твоем диагнозе, что-то со стороны врачей же можно сделать? Вот аппарат Елизарова, например, поставить можно? Можно. Я этим и лечусь, в принципе. У нас в России это делают, прекрасные успехи. Укорочение бедра, ножку вытягивают, пока растут кости. Так что все впереди, конечно, большая операция, но мы к этому стремимся. Кроме того, что вот в школе наградили грамоты, какие-то еще награды есть ведь? Мне вручили памятную медаль и грамоты. А правда, что в специальной номинации «Поступок года» на премии «Мы вместе» ты попала в призовое число тоже? Да, я заняла 1-е место. У нас в студии Илья Гайдук, которому тоже 14 лет. Это я вот просто про предыдущего героя вспомнил тоже. С своей тетей Еленой Мартыновой. Илюша спас мальчика, тонущего из воды. Илья, расскажите, что произошло? Мы приехали на пруд. Впереди нас ехали ребята Ваня и Артем. И они начали прыгать с трамплина в воду. Первый прыгнул Ваня, но он умел плавать, видимо. Потом за ним прыгнул Артем, но он не умел плавать абсолютно. Он начал тонуть. Ваня его как-то пытался спасти, но он начал его тоже топить с собой вместе. То есть они уже вдвоем тонули? Да, они А уже вы в вдвоем этот момент где были? Мы в этот момент проехали чуть подальше, ближе к песку. Я увидел то, что Ваня с Артемом тонут. Я, просто ни о чем не думая, побежал к этому трамплину, снял, сумку с телефоном и просто в одежде прыгнул за Ваней и Артемом. Ну, послушайте, смотрите, ведь один из них умел плавать, и в итоге тот, кто не умел, стал топить того, кто умел плавать. А с вами-то такая же ситуация должна была произойти. Нет, я, Ваню оттолкнул, зная, что он умеет плавать. А Артема начал пытаться за веревку, на кресте, ближе к берегу тащить, но у меня не получилось. Я его начал брать за подмышки и толкать и откидывать к берегу. Это ж надо было еще догадаться, как это сделать. Просто у меня была на тот момент, год назад, такая же ситуация. Меня мама из Липецка, я тоже тонул.
она меня точно так же спасала. Вот точно так же. А вы просто запомнили, как спасли вас, и здесь это применили на практике. А Артему, которого ты спас, сколько лет? Ну, 9-10. Я с ним-то близко не общаюсь, поэтому, ну, не знаю. Ты в этот момент вообще не думал о том, что туда же можешь вместе с ними? Просто интересно. Я вижу его руки, и, ну, просто глаза у него под водой просто, ну, где-то сантиметра на 2 глаза открыты, и у него открыт рот, он просто на меня смотрит. И я просто, ну, не раздумывая прыгнул. Ой-ой-ой. Ты о своем подвиге рассказал кому-нибудь? Поначалу бабушке. Только бабушке? Да, потому, ну, через день после этого всего, потому что я боялся рассказать. У меня мама была вроде 7-м месяце беременности, поэтому мы не решались рассказать, чтобы она не переживала. Но мама-то узнала, в конце концов. Мама узнала, моя бабушка ей позвонила и сказала то, что твой сын герой. Мы маму звали в студию, она по объективным причинам не смогла приехать, но мы с ней поговорили. Давайте посмотрим. Илья у меня добрый, отзывчивый. Но я от него, конечно, такого не ожидала, что, оказывается, он не только добрый и отзывчивый, но еще и такой рискованный молодой человек. Не подумал обо мне в первую очередь, ни о ком не подумал и просто решил, что он должен спасти ребенка. Когда я узнала, я пришла домой с работы, и мне тут мама позвонила и сказала: у нас Илюша герой. Он спас мальчика. Он тонул, а он его спас. Но, естественно, у меня был шок от слова «тонул». Как тонул? Мой сын мог просто так же утонуть вместе с ним. Он мог не справиться, не вытащить. И то есть, ну, как бы вместе с этим ребенком утонуть. У меня был просто шок. У меня было такое оторопение вот в душе. Я на тот момент была в положении, я как бы и нервничать сильно, ну, не могу. И понять не могу, что случилось, что мой сын просто вот спас. Он смог, он спас. Я думаю, что, несмотря на все мои уговоры и запреты поберечь себя, он, наверное, не сможет пройти мимо и не помочь ребенку. Маленький мужчина. Мама-то права? Права. То есть если это повторится еще раз, прыгнешь опять? Ну, по зову сердца. Елен, я так понимаю, что плавает ваш племянник не очень хорошо. Учитывая то, что он только в этом году научился плавать. То есть в прошлом году он тонул сам, мама его спасла, научился плавать в этом году и стал вот героем. Я вот видела у мамы, у вашей сзади, за спиной, на столе стояла грамота. Я издалека вижу, это же награда от Совета Федерации. Ну, в Орле, в моем городе, меня пригласили в УВД, и мне генерал, ну, вручил приглашение в Совет Федерации. Я же говорю, я же вижу. Так. В Совете Федерации меня приняли вместе с другими детьми, дали медаль, наградили. Это вот она у вас, эта медаль сейчас, да? Давайте посмотрим на саму процедуру награждения. Интересно. Распоряжением председателя Совета Федерации медалью за проявленное мужество награждается Илья Гайдук. Скажи мне, пожалуйста, определился уже с планами на будущее? Хотелось бы пойти в московское МВД служить. А почему именно в московское? Ну, потому что у меня была там экскурсия, мне очень сильно понравилось. Я сам занимаюсь греко-римской борьбой. Там всякие залы по борьбе, по боксу. Там, ну, мне очень сильно понравилось. Удачи тебе во всем. Дети просто потрясающие. Илья, Саша, я вами восхищаюсь. Но на самом деле мне хочется здесь обратить внимание на родителей.
иметь ребенка-героя, это ведь так сложно. Вы воспитали просто потрясающих детей. Это ваша заслуга. Еще хочется обратить внимание, что каждый ребенок занимается спортом, а все-таки спорт закаляет дух, и дети вырастают героями уже вот с малого возраста. И пусть они рассказывают вам первыми все. Спасибо. Ну что, теперь по традиции Первого канала, давней традиции, я должен сказать, корзинку в студию. Сашенька, прими, пожалуйста, от нас этот гостиниц. И желаю тебе, по крайней мере, уж совершенно точно, железного здоровья, поскольку воля железная у тебя уже есть. Желаем, чтобы мечта твоя сбылась. Нам в Москве такие МВДшники нужны. «5 мая 2012 года Даниил Садыков, которому было всего лишь 12 лет, совершил героический поступок и спас ребенка из фонтана. К сожалению, Даниил погиб. Его наградили орденом мужества посмертно. Именно в этом фонтане погиб мой сын. Спустя год здесь установили табличку мемориальную и вот это перышко в память о Даниле. Летом приезжаем положить цветы, почтить память, но все равно больно сюда приезжать. В этой школе учился Данил. После того, как он погиб, в школе присвоили его имя. Через несколько месяцев повесили мемориальную доску. А еще через год в школе установили памятную доску. Каждый год в школе 5 мая отмечают День памяти, посвященный Данилу. Фотографии нашего сына занимают главное место у нас всегда здесь. Ему здесь вот год и 8 месяцев. Он в садик пошел. Здесь вот Данил, четвероклассник. 4 класс заканчивает как мальчики, троечник. Не буду скрывать, троечник, но очень-очень добрый, отзывчивый. Это уже фотография. Вот это вот апрельская фотография, а вот это за 4 дня до того, как он погиб. Это выписка из роддома, Данил. Это мы, родители. Выписка старшей дочери. А это выписка младшей дочери, которая родилась после того, как Данил погиб, через 2 года. Ну, конечно, мы ничего не скрывали, рассказывали. Она с маленького возраста ездит на кладбище, она знает, что это ее брат. Тем более она учится в той школе, в которой учился ее брат. Она и гордится, что он у нее был таким вот добрым, открытым, отзывчивым человеком. Сегодня в нашей студии родители Данила, Наталья и Айдар, и его сестра Вика. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько бы лет ни прошло, все равно примите, пожалуйста, наши соболезнования. Не дай бог никому никогда хоронить ребенка. Наталья, сможете рассказать, что случилось и как погиб ваш сын? Это произошло 5 мая 2012 года. У нас есть бульвар энтузиастов, там серия фонтанов. Вот. В этом городском фонтане они с подсветкой не соединили провода неправильно, что утечка была в 380 вольт. Вот. На этом же бульваре ребята играли, и бутылка улетела, и вот этот вот мальчик Андрей полез эту бутылку доставать. Его ударило током, но никто же не знал об этом. И он упал в фонтан, Да, получается. он в чаше фонтана оказался, да. Данил проезжал мимо, а те ребята, которые играли вместе с этим мальчиком, они разбежались как горошки по домам, даже родителям не сказали, что произошло. Вот. А Данил не смог мимо проехать. Он думал, что просто поможет, вытащит этого ребенка. Но То есть непонятно было, что это удар током? Нет. Было ощущение, что он просто сознание потерял, да? Да. Он хотел помочь этому ребенку, но и нашего Данила ударило током. Потом впоследствии их извлекли полицейские, которые курировали этот бульвар.
У нас был разговор такой, что в 8 часов дети должны быть дома. После 8 не гулять. Ну, Данил же успел вот этого мальчика Да, он остался вытащить, живой. вытолкнуть оттуда. Да. Поэтому он не захлебнулся, по сути дела. Вот. И я обзвонила больницу ближайшую, там никого не привозили. И позвонила, на этом бульваре есть автозаводская отделение полиции туда. Мне сказали подъезжать. Я говорю, что-то случилось? Мне сказали подъехать. Мы с моей мамой туда поехали. Мы зашли, показали одежду его. Я говорю, да. А у него был крестик с черной веревочкой на шее. Они сказали, что Андрей в больнице. Я говорю, наш тоже, говорю, в больнице? Нет. Я говорю, да где он? Говорю, я говорю, ну позовите его. Вот. Потом они показали на формате А4 распечатанное. Там было лицо Данила с закрытыми глазами, мокрыми волосами. Я говорю, что, говорю, с ним? Понимаете, вот честно скажу, я даже не думала. И она сказала, ответила, что его больше нет. Нет, есть убеждение, я его разделяю, что часто очень чей-то героизм – это следствие чьей-то тупости. Я задам наивный вопрос, наверное, да, но должен его задать. За то, что ток шел по фонтану, кто-то был наказан? Да, был суд, осуждены 2 электрика и на тот момент исполняющие обязанности главного энергетика. Что им дали? Какой срок? 3 года ограничения свободы. Условно. Условно. Условно, понятно. Всем 3? Да. Я так понимаю, что... А компенсацию какую-то заставили выплатить? Я понимаю, что для вас это вообще ерунда. Я просто хочу понять вообще, какое наказание люди в такой ситуации могут понести. Горзеленхоз нам выплатил 270 тысяч. Больше 10 тысяч подписей волонтеры собрали, чтобы Данила наградили или как-то отметили его поступок. Мы очень благодарны, что город прям был за то, чтобы было награждение. Вот Но это абсолютно заслуженный орден мужества. А как вы узнали, что Данила награжден орденом мужества? Нам позвонили, что... Потому что награждение происходило не в нашем городе, в городе Казани, в Казанском Кремле. Вот. Нас туда увезли. И Вам Бастрыкин вручил? Александр Иванович Бастрыкин, да, привез орден мужества, наградил. Ну, то есть вручил нашей семье. Вот. А с семьей мальчика, которого он спас, вы общались как-то? Она была. 40-й день. С сыном они пришли вместе, но... Нет, мы не поддерживаем отношения. Айдар, чем увлекался сын ваш? Сначала боксом пытался. Ну, как бы не пошло ему. Ну, кому хочется, когда тебя по лицу бьют, конечно. Не пошло. Но у вас общие какие-то были с ним увлечения? Не знаю, рыбалка там или... Ну, на рыбалку он с другом ходил. Со мной, как бы я постоянно на работе не успевал в то время. Но с друзьями ходил порыбачить, так это уж. Виктория, а ты-то знаешь о поступке своего брата? Да. Гордишься братом своим? Да. Вот мне интересно, как это ходить в школу, которая названа именем брата твоего? К тебе там особые отношения или как ко всем? Ну, есть такое, но так, как ко всем. Мне приятно ходить, я горжусь, но вспоминать очень грустно. А ты хорошо учишься? Да. Ты не можешь учиться плохо в школе, которая названа именем твоего брата. Ты это понимаешь? Да. Просто не можешь. Молодец. Но я знаю, что вы по-особенному относитесь к тому, что дети, не раздумывая, кидаются на помощь кому-то, да? Я бы хотела вот от себя сказать, когда привезли класс Данила, когда были похороны, его одноклассники стояли, я им искренне пожелала, чтобы, если что-то увидите где-то, кому-то нужна ваша помощь, ну, то есть не ваша вообще, я говорю, лучше позовите взрослых. Ну, не геройствуйте, вас мама, папа ждут дома. Поэтому, а тех детей, вот, которые в этой студии присутствуют, которые, они огромные молодцы, это
действительно не детский поступок, это, я не знаю, заслуживает дорогого. Вот. У нас в России есть законный способ, и он не имеет срока исковой давности, это взыскание за моральный вред. То, что вам выплатили, это не имеет отношения вообще к этой истории. Поэтому я готов вам бесплатно помочь. Дайте мне только полномочия. И я дополнительно с виновных лиц в пользу вашей семьи взыщу моральный вред, и мы их накажем. Поэтому Даниил герой. Поэтому... Давайте мы сделаем так. Смотрите, пойдете вы на предложение Акопа или нет, но поскольку Акоп профессиональный юрист, адвокат, вы контакты его возьмите, потому что жизнь длинная. Мало ли что, где нужна будет рекомендация какого-то, юридического характера. Считайте, что у вас персональный адвокат теперь есть. Хорошо? Спасибо. Вы согласны? Я согласен. 24/7. Любой вопрос, в любое время пишите, звоните. Ольга. Вы знаете, сегодня столько историй было, что у меня двоякое ощущение. И вроде бы да, герои, молодцы, благодарность. Но каково родителям, когда дети, рискуя жизнью, причем необдуманно, это же секундное буквально решение принятое о том, что он решил спасти. И заметьте, ни в одной истории нет взрослых рядом. Ведь никто абсолютно не говорит о том, что кто-то проходил мимо там, да, но не может такого быть, чтобы во всех историях не присутствовал никто из взрослых. Я еще раз настаиваю на том, что дети должны проживать свою детскую жизнь. Низкий поклон родителям, низкий поклон за терпение, низкий поклон за воспитание, за мудрость. Но это все-таки взрослые дела. Лучше вызвать полицию, МЧС, тому подобное. Берегите детей, берегите свои семьи. И еще раз вам спасибо. Низкий поклон. По сути, все героические поступки объединяет только одно. Это быстрота принятия решения. Ты не думаешь. В моменте, в секунду, неважно, сколько тебе лет. Он из-за этого и героический, что ты в секунде думал о другом. Не о том, что с тобой может случиться, а о том, как помочь. И это решение происходит молниеносно. Вас же тоже увидел и прыгнул в фонтан. Правильно же? Ну, нам так и сказали, что уважайте выбор вашего сына. Меня другое волнует. Я уже сказал, что часто героизм — это следствие того, что кто-то не доработал. Но нет, подожди, не только. История с мальчиком, который тонул. Где были родители? Почему мальчик, который не умеет плавать, прыгнул с вышки? Где родители-то? Тут, в принципе, каждый поступок – это какая-то проблема со взрослыми, но точно не с детьми, а исправляют их дети. Да.